Встреча действительно историческая в Гаване между святейшим патриархом Кириллом, папой римским Франциском. Очень важная была декларация, обнародованная ими, посвященная вопросам, в первую очередь, защиты христиан на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Конечно, там ситуация действительно крайне тяжелая, мы исключительно обеспокоены, хотел бы это подчеркнуть, тем, что предпринимаются попытки, в первую очередь террористическими, экстремистскими силами, по зачистке Ближнего Востока от христиан. По-другому назвать это просто невозможно. И двухтысячелетнее присутствие христианства на Ближнем Востоке фактически сейчас находится под реальной угрозой. И, вы знаете, вот один из, по-моему, политологов как-то не российских, он употребил такую формулировку, что, в общем, скоро пора будет христиан на Ближнем Востоке заносить в Красную книгу. Ну, такая, может быть, не совсем корректная параллель, но, к сожалению, отражает реалии сегодняшнего дня. Сотни тысяч, миллионы, по сути дела, христиан были изгнаны из Ирака, из Сирии, разрушены монастыри, святыни. До сих пор, кстати, находятся в заложниках два священнослужителя, митрополиты, и усилия предпринимаются по их освобождению, но, к сожалению, мы говорим о том, что ряд преступлений, совершенных в отношении христиан, они, в общем, имеют все признаки геноцида по смыслу Конвенции о предупреждении преступления геноцида, наказания за него 1948 года. И это не преувеличение. Это не преувеличение. И, конечно, убивают не только христиан, террористы, так сказать, игиловцы, Джабхат ан-Нусра и другие, так сказать, убивают и мусульман, всех, кто с ними не согласен, убивают представителей других конфессий. Но все-таки особо тяжелая ситуация сложилась именно с гонениями на христиан. И, конечно, есть надежда, и вот та историческая встреча, как святейшего патриарха и папы, ее результаты позволят, конечно, дополнительно мобилизовать международные усилия на поддержку борьбы с гонениями на христиан. Российская Федерация продолжит свои собственные усилия на этом направлении. Вы знаете, мы активно работаем и в рамках Совета ООН по правам человека в Женеве, вместе во взаимодействии с представителями Ватикана, Ливана, ряда других государств. У нас много единомышленников. И эти усилия, несомненно, будут продолжены, поскольку мы против любых гонений, против любых фобий на религиозной почве, любой межрасовой ненависти. Это крайне опасное явление, и политика в любом регионе, многоконфессиональном, многорелигиозном, многоэтническом. Ближний Восток – это колыбель трех религий, так сказать, естественно, там любые попытки посягательства на ту или иную, так сказать, конфессию, законные права миллионов верующих, конечно, они чреваты самыми непредсказуемыми, тяжелейшими последствиями.